Всем здорово, чуваки, вы на канале Мишарин, меня зовут Сергей, и у меня есть к вам вопрос, кстати. Как вы думаете, что отличает этот ролик от большинства роликов на ютубе? Давайте дам вам 10 секунд. Ну а пока вы думаете, скажу о том, что в описании под этим роликом есть ссылка на мой телеграм-канал. Там вы можете написать свои вопросы, я отвечаю на них как по видео, так и просто сообщением. Поэтому подписывайтесь. В общем, не знаю, догадались вы или нет, но это видео широкоэкранное. Ну, вы скажете, Full HD видео и так широкоэкранное, но нет. Это видео не в формате 16:9. Это видео в формате 2:1. И именно этот формат видео сейчас внедряется во многих смартфонах, ну и также в мониторах. Не знаю насчет телевизоров, конечно, не замечал, но я думаю, что в ближайшем будущем также телевизоры перейдут на формат 2:1. Я вообще записываю этот ролик с той целью, чтобы вам порекомендовать создавать контент именно в формате 2:1. И у такого формата есть несколько плюсов. Давайте я вам про них расскажу. Смотрите, сейчас на смартфоне я включил видео формата Full HD. Что вы можете здесь заметить? Как вы думаете? Я думаю, вы уже догадались, что здесь края этого видео обрезаются. То есть, когда я воспроизвожу это видео на смартфоне, по бокам у меня есть черные полосы. И это смотрится не очень-то приятно, так скажем, потому что видео становится как будто бы квадратнее. То есть, ближе к формату 4:3, что-то такое. Но если, к примеру, мы откроем на смартфоне мой крайний видеоролик на ютубе, то вы можете заметить, что эти полосы стали гораздо меньше. И именно в таком формате смотреть видео на смартфоне, у которого, естественно, формат 2:1 и шире, становится гораздо комфортней. Но у вас, наверное, возникнет вопрос, а почему не сделать его еще шире, чтобы убрать совсем эти полосы? Мы, конечно же, можем сделать более широкоэкранное видео, но тогда возникают некоторые не очень приятные моменты. Допустим, я просто вот так вот немножечко увеличу это видео, и становится сразу заметно, что вот эта монобровь на телефоне, она мешает просмотру. Она как бельмо на глазу, то есть вообще не очень приятно-то на это смотреть. Поэтому именно вот такой формат 2:1 сейчас очень популярен и набирает обороты. То есть высчитывать количество пикселей такого соотношения стало гораздо проще. Мы берем количество пикселей высоты кадра, умножаем на 2 и получаем количество пикселей по ширине кадра. Я думаю, все понятно. И как вы можете заметить, последние мои ролики как раз в формате 2:1. И на телефоне смотреть это гораздо комфортней. Насчет моноброви и смартфона это был первый плюс по сравнению с Full HD видео. Давайте расскажу про второй плюс. Смотрите, в Premiere Pro я импортировал Full HD видео. Вот так оно выглядит. Для того, чтобы нам создать видео в формате 2:1, нам нужно сделать следующее. Мы переходим в настройки секвенции, правой кнопкой на секвенцию, Sequence Settings. И здесь мы видим соотношение сторон. Стандартное соотношение 1920 на 1080. Как вы видите, формат у нас 16:9. Но для того, чтобы нам изменить формат на 2:1, можно с легкостью высчитать количество вертикальных пикселей. Для того, чтобы это сделать, нужно ширину кадра разделить на 2. И тем самым мы получим 960. После чего мы видим, что формат у нас поменялся на 2:1. Нажимаем ОК. И плюсом как раз таки является то, что мы это видео теперь можем панорамировать сверху вниз или снизу вверх, как вам удобно. Например, изначально видео выглядело вот так. Но мы можем, например, сделать анимацию типа панорамирования. Возьмем верхний край кадра, нажмем ключик на позиции, и там через 2 секунды, например, мы его прям вот так вот поднимем. И получается так, что благодаря тому, что у нас есть информация, мы можем ей пользоваться. Это же очень круто. Это соотношение сторон нам позволяет еще больше играться с видео. По итогу результат у нас выглядит вот так. То есть появляется еще какая-то динамика в кадре, какое-то движение. Так что теперь мы не наносим ущерба картинке в плане качества, используя scale. То есть раньше как мы делали? Увеличивали scale и потом позицию как-то анимировали. Но теперь можно панорамировать сверху вниз или снизу вверх без использования scale. Это очень здорово, я считаю. Ну и естественно, если мы используем 4К видео, мы пишем здесь, например, 3840, а по вертикали мы пишем количество пикселей не 2160, как обычно, а 1920. И нас встречает то же самое соотношение сторон 2:1. Так что благодаря тому, что сейчас нас захватывают потихонечку тренды соотношения сторон, так их назовем, мы можем этим пользоваться во благо картинки без ущерба качеству. Не сказать, конечно, что это гигантский плюс, но это очень даже неплохо. Так что потихонечку советую вам переходить на соотношение сторон 2:1, для того, чтобы зрителю было комфортнее смотреть это на смартфонах как минимум. Потому что в дальнейшем, когда уже у всех появятся мониторы с этим соотношением сторон, им будет комфортно смотреть все это на мониторе. У них не будет черных полос слева и справа. Потому что, как вы знаете, раньше были телевизоры с соотношением сторон 4:3, вот эти квадратные большие телеки. И постепенно мы перешли на более широкоформатные видео. И сейчас происходит как будто бы то же самое. Поэтому надо делать сейчас, иначе потом ваше видео на ютубе будет не так уж комфортно наблюдать. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочка в описании на мой телеграм-канал. Если вас интересуют какие-то вопросы, задавайте там. И всем пока!